Всем привет! В этом ролике я хотел бы вернуться снова к теме, связанной с расходом топлива. Так как мы возвращаемся с отпуска с Хорватии в Украину, у меня появилась очень хорошая возможность об этом поговорить не в теории, а, так сказать, на практике. Кто не смотрел предыдущий ролик о реальном расходе топлива, советую вам посмотреть. И я все же напомню вам формулу, по которой я считаю расход топлива. Это израсходованное топливо делим на пройденное расстояние и умножаем на 100. Итак, для начала отправляемся на заправку. Итак, для начала заправляем полный бак. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless. Итак, после полной заправки сбрасываем одометр. Есть, на нулях. Дальше для себя, для просчета всей поездки сбрасываю счетчик пройденного пути. Все. Теперь можно отправляться в путь и в дальнейшем подсчитывать итоги. Итак, мы проехали первые 200 километров пути, и давайте посмотрим, какой расход топлива показывает бортовой компьютер. А показывает он 5,7 литра на 100 километров пути. Итак, до заправки нам осталось еще 110 километров. Стрелка уровня топлива в баке уже на красной зоне, но еще лампочка не загорелась. Но бортовой компьютер нам показывает, что осталось топлива примерно на 70 километров пути. И дабы не рисковать, мы заедем на заправку, зальем еще там 5 литров на всякий случай. И в Украине уже после пересечения границы зальем полный бак. Сейчас на полном баке мы проехали 823 километра. И средний расход по бортовому компьютеру составляет 5,8 литра. 5,9 литра на 100 километров пути. Итак, мы на территории Украины заправили снова полный бак. И давайте посмотрим, какой средний расход за дистанцию 929 километров. И средний расход уже 6 литров. Но нам осталось добраться домой, к Полтаве, и там снова залить полный бак. И тогда будем считать, смотреть, какой же реальный расход топлива. Мы во Львове, вчера не стал уже снимать, так как было слишком поздно. Уже проснулись, грею машину. Мы проехали 1201 километр. Средний расход упал до 5,8 литра. Кстати, интересный факт. Заметил, что когда едешь там, допустим, по Западной Украине, по горам, расход падает. Когда едешь на 4-й передаче, вчера еще был сильный снегопад. Заснеженная дорога была, местами там скользко. В общем, ехал на 3-4 передаче. Вот все это расстояние от границы до Львова, это там 260 километров. Ну, из них большую половину ехал, наверное, на 3-й передаче, на 4-й. И, как ни странно, средний расход упал немного. Так, мы проехали Киев.
Это расстояние 1771 километр. Стрелка уровня топлива в баке опустилась до красной зоны, и мы сейчас заправим полный бак. Средний расход на эту расстояние 1771 километр составляет 5,8. Средняя скорость упала до 86 километров в час. Это связано с тем, с дорогами, они не так хорошо почищены, как в Европе. Местами был гололед, ехали там 80-90, ну а в основном в среднем 110-120. Вот такая скорость была. Наконец-то мы добрались в Полтаву, домой, уже на заправке, заправили полный бак. И давайте посмотрим, какой у нас средний расход по бортовому компьютеру. На дистанцию 2090 километров средний расход получился 5,9 литров на 100 километров пути. Средняя скорость 88 километров в час. Средний расход поднялся немножко, потому что с Киева к Полтаве ехал я со скоростью 125-130 километров в час. Поэтому немножко поднялся. Еще хочу вам показать расход за все наше путешествие. Это мы выехали с Полтавы, 2100 километров поездили по Хорватии, вернулись обратно, 2100 километров. То есть 4200 километров трассы и 1300 километров это по дорогам Хорватии. Средний расход по бортовому компьютеру 5,7 литра. Ну а к подсчетам мы приступим завтра, потому как сегодня уже сильно устали и хотим отдыхать. Так что до завтра. Итак, приступим к самому интересному. А это подсчеты. Со всех заправок я сохранил чеки. И сейчас с вами в режиме реального времени, так сказать, подсчитаем наш средний расход топлива по заправленному топливу. Итак, первая заправка была в Хорватии. Учитывать мы ее не будем, так как это наш чистый лист, можно так сказать. Дальше, не доезжая границы, я заправил 5 литров. Пишем 5 литров. При пересечении границы я заправил полный бак, а это вышло 45 литров 48 сотых литра. Далее, после того, как проехал Киев, залил снова полный бак. У меня вышло 39 литров 66 сотых. И по приезду в Полтаву для верных подсчетов я заправил снова полный бак. Это 20 литров и 2 сотых литра. И получилось у нас на всю поездку 110 литров 16 сотых. Пройденное расстояние составило 2090 километров. Значит, общую сумму потраченного топлива делим на пройденное расстояние и умножаем на 100. И получаем наш средний расход 5,27 литра на 100 километров пути. Хотел бы еще добавить немного интересной информации, так сказать. Связана она с более конкретным подсчетом расхода топлива на некоторые дистанции. Итак, я выделил 3 дистанции, это, грубо говоря, от полного бака до полного бака. То есть от города Буя в Хорватии до границы, от границы до Киева и от Киева до Полтавы. Итак, на первый участок пути, это от Хорватии до границы, у меня средний расход получился 5,4 литра на 100 километров пути. Это дороги Европы со скоростью около 130 км в час, средняя скорость пути. Далее на участок дороги от границы до Киева, а если быть точнее, я проехал весь Киев, и за Киевом, даже после Борисполя, я заправил полный бак. И на этот участок дороги у меня расход получился 4,7 литра. То есть я двигался со средней скоростью, наверное, 100-110 км в час, бывало и меньше. Плюс это по Карпатам длительное расстояние я проехал. Ну, вот такой получился расход.
И далее последний участок, это от Киева и до Полтавы. Дорога была пустая практически, я ехал 125 км в час всю дистанцию, без всяких остановок. И расход у меня получился практически 6,3 литра топлива на 100 км пути. Ехал я со скоростью 125 км в час. Почему такой расход получился, я не знаю. Я, конечно, хотелось бы верить, что на заправке меня не обманули, но какой расход получился, такой получил. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, это очень важно для развития канала и выпуска дальнейших видео. Всем спасибо, всем пока.